Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим такой ажурный узорчик. Вставочки можно использовать, да, отдельно. Тут как цветочек у нас получается. Цветочки. Раппорт узора у нас составляет 7 петель. Но для симметрии я добавила еще 2 петельки. Между вставочками у нас идут по 2 изнаночные петли. Итак, приступим. Первый ряд. Кромочную петельку мы снимаем, провязываем 2 изнаночные петли. Дальше 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид. И заканчиваем 2 лицевыми петельками. Итак, повторяем. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. Еще раз. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. И последний раз. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. И в конце у меня остается 2 изнаночные петельки, которые я добирала для симметрии, и кромочная петля. В изнаночном ряду все петельки вяжутся по узору. То есть над лицевыми петлями мы провязываем лицевые, над изнаночными и накиды мы провязываем изнаночными петлями. Я не буду его записывать, буду показывать только лицевые ряды. Итак, третий ряд. Кромочную петельку мы снимаем, провязываем 2 изнаночные петли. Дальше идут 3 лицевые петли. Накид, лицевая, накид. И 3 лицевых петли в конце. Итак, мы повторяем. 2 изнаночные, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых. Еще раз. 2 изнаночные, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых петли. И последний раз. 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевых. И в конце у меня остается 2 изнаночные петельки и кромочная. Изнаночный ряд мы пропустим. Пятый ряд. Кромочную петельку мы снимаем, провязываем 2 изнаночные петли. Дальше у нас идут 2 лицевые. Здесь мы должны с вами сделать убавку. Делаю я ее за переднюю стеночку лицевой петлей. Вот так. Дальше накид, лицевая, накид и убавка за заднюю стенку 2 следующих петель. Остается 2 лицевые петельки. Итак, мы повторяем. 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 2 петельки провязываем вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Накид, лицевая, накид. Следующие 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку лицевой петлей. И 2 лицевые. Еще раз. 2 изнаночные петельки. 2 лицевые. 2 следующие лицевые вместе за переднюю стеночку лицевой петлей.
накид, лицевая, накид. Следующие 2 петельки вместе за заднюю стеночку лицевой петлей. Остается 2 лицевые петли. И последний раз. 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 2 лицевые петельки провязываем вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Вот так. Накид, лицевая, накид. 2 следующие петельки провязываем вместе за заднюю стеночку лицевой петлей. Остается 2 лицевые петли, 2 изнаночные и кромочная. Вот так получается. Так, изнаночный ряд мы пропустим. 7 ряд. Кромочную петельку мы снимаем, провязываем 2 изнаночные петли. Дальше 1 лицевая. Следующие 2 петельки мы провязываем вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Накид, 3 лицевых, накид и 2 следующие лицевых петельки вместе за заднюю стеночку. Остается 1 лицевая. У нас формируется бутончик сам цветочка, да, или сердцевинка. Итак, мы повторяем. 2 изнаночных, 1 лицевая, следующие 2 вместе за переднюю стенку, накид, 3 лицевых, накид, 2 следующих за заднюю стенку вместе лицевой петлей. Остается 1 лицевая. Итак, продолжаем. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 петельки вместе за переднюю стенку, накид, 3 лицевых, накид, 2 петельки вместе за заднюю стенку лицевой петлей и 1 лицевая. И последний раз. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой петлей, накид, 3 лицевых, накид, 2 лицевых за заднюю стенку, 1 лицевая. В конце остается 2 изнаночных и кромочная. Изнаночный ряд пропускаем. 9 ряд. Кромочную петельку мы снимаем, 2 изнаночных. Итак, у нас остается последняя лицевая петелька, да? Мы провязываем 2 лицевые петли вместе за переднюю стеночку. Дальше делаем накид. Теперь отсчитываем 5 петель, то есть 3 центральные петли и 2 накида, которые у нас были. Мы их должны с вами провязать вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Вот так. Накид и следующие 2 петли провязываем вместе. Вот так выходит. И мы повторяем. 2 изнаночные, следующие 2 петли вместе за переднюю стенку, накид, 5 петель вместе за переднюю стенку лицевой петлей, накид, 2 следующие петельки вместе за заднюю стеночку. И еще раз. 2 изнаночные, 2 петли вместе за переднюю стенку, накид, 5 петель вместе за переднюю стенку, не очень удобно. Вот. Так, вот. Опять накид, 2 следующие петельки вместе за заднюю стеночку. И последний раз.
2 изнаночные, 2 лицевые за переднюю стеночку, накид, 5 следующих лицевых за переднюю стенку. Провязываем вместе лицевой петелькой. Что ж такое, не подцепить мне? Вот так. Дальше накид, 2 лицевые вместе за заднюю стеночку. Остается 2 изнаночных и кромочная петля. Конечно, можно попробовать вот эти 5 петель провязывать за заднюю стенку. В принципе, особо сильно узор не изменится. У нас просто будет коса вот эта центральная идти не с левой стороны, а с правой стороны. По сути, ничего не изменится. Ну, смотрите сами, кому как удобно. Ну, на этом все. Остается изнаночный ряд провязать. И раппорт узора у нас повторяется. Вот такие вставочки ажурненькие. Надеюсь, все понятно. Всем спасибо.